Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 22 апреля. Поговорим о празднике народном, поговорим о церковном календаре, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, друзья, 22 апреля. Ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Я привлекаю достаток в свою жизнь истин, дабы так». И пусть Вселенная, друзья, это приумножит в вашей жизни. Также хотим всех поблагодарить за донаты, за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Нам, друзья, очень-очень приятно. 22 апреля в Православной Церкви отмечается память святого преподобного мученика Вадима Архимандрита и семей его учеников. Святой Вадим жил в IV веке в Персии. Он был известен своей непоколебимой верой и преданностью Иисусу Христу. В то время, когда христианство было преследуемо, он не колебался исповедовать свою веру и проповедовать ее истину. Святой Вадим был архимандритом и наставником для своих учеников, которые вместе с ним вели благочестивую жизнь и следовали его примеру. Однако их вера столкнулась с враждебностью со стороны местных властей. По приказу правителей их бросили в темницу и подвергали ужасным пыткам в течение 4 месяцев. Несмотря на все страдания, святой Вадим и его ученики не отреклись от своей веры. Их сила и стойкость в лице мучений произвели глубокое впечатление на людей, даже на тех, кто изначально отвергал христианство. Многие из них увидели в их преданности и жертвенности истину и приняли христианскую веру. Их мученическая смерть стала свидетельством о силе истинной веры и подвигом, который вдохновляет верующих и по сей день. Обращаем ваше внимание, что 22 апреля проходит понедельник 6-й седмицы Великого Поста. Сегодня придерживается строгого поста сухоедения. Нельзя есть пищу животного происхождения, также старайтесь отказываться или ограничивать горячую пищу, приготовленную термическим образом, а также с растительным маслом. Обращаем ваше внимание, это касается тех людей, которые придерживаются Великого Поста. Ну а если вы не придерживаетесь, подумайте о том, что может в самое ближайшее время хотя бы пару дней попробовать. Это тоже, знаете, интересный жизненный опыт. Ну а в народном календаре 22 апреля отмечается День Вадима Ключника. Это древний праздник, который сопровождался рядом обрядов и традиций, направленных на привлечение здоровья и удачи в жизни. В этот день многие люди отправлялись к источникам возле рек, чтобы провести очищающие ритуалы и прочитать молитвы. Одним из распространенных обычаев этого дня являлось очищение источника воды от любых загрязнений. Люди тщательно убирали мусор и прочие примеси, чтобы вода оставалась чистой и свежей. Затем они читали молитвы и обращались к высшим силам за здоровьем и за благополучием. Важной частью празднования Дня Вадима Ключника являлось использование воды из этих источников для умывания. Наши предки верили, что вода обладает особыми свойствами, которые придают силу духу и телу. Поэтому многие люди совершали этот ритуал с особым вниманием и преданностью. Еще одним обычаем этого дня являлся выгон скота на луга. В это время на лугах уже много выросшей было свежей травы, которая являлась отличным кормом для животных. И именно этот обряд символизировал начало нового сезона и обещал хороший урожай и процветание. Вы знаете, родники на Руси всегда занимали особое место в сердцах людей. Дело в том, что источник чистой воды не только утолял жажду, но и наполнял жизнь свежестью и энергией, придавал силу и возобновлял душу. Исторически родники считались не только физическими источниками воды, но и символами духовного возрождения и очищения. Люди обращались к своим истокам не только для того, чтобы утолить жажду, но и для того, чтобы очистить свою душу от страхов, сомнений и негативных мыслей.
Корень слова «род» в русском языке связан с идеей происхождения, начала, истока. Этот термин несет в себе глубокий смысл, символизируя связь человека с его истоками, с местом, где начинается его жизнь и развитие. Родные места, родники, родина – все эти понятия олицетворяют связь человека с его культурными и природными корнями, с теми местами, где рождаются и развиваются идеи, верования и традиции. Именно поэтому родники часто становились объектом почитания и священным местом для людей. Они воспринимались как места, которые обладают особыми силами и энергией, способные придать человеку не только физическое, но и духовное обновление. Многие поклонники культуры и традиций до сих пор совершают паломничество к известным родникам, чтобы окунуться в атмосферу духовной святыни и получить заряд энергии и вдохновения. Не просто древние обычаи и традиции, связанные с родниками, ушли в прошлое. В наше время многие люди все так же придерживаются ритуалов и обрядов, связанных с этими священными местами. И очищение источника воды, чтение молитв, поклонение древним божествам, все эти действия были наполнены глубоким смыслом и символикой, помогающей человеку обрести внутренний покой и гармонию. Источники-родники считаются местами, где особенно сильно проявляются духовные силы и энергии. Поэтому люди часто обращались к ним с молитвами и с просьбами о благополучии, о здоровье и удаче. В день празднования Вадима Ключника, 22 апреля, считался особенно важным днем, чтобы человек был бодрым и бодрым был с самого утра. По преданию, в этот день удача и радость стучатся в каждую дверь, и чтобы не пропустить свою долю счастья, необходимо было вовремя проснуться и поприветствовать новый день. Поэтому многие люди в этот день старались встать намного пораньше, чтобы быть готовыми к встрече с удачей и с благополучием, который мог подарить этот день. 22 апреля – день, когда можно было сосредоточиться на заботе о доме и здоровье, следуя древним обычаям и традициям. Сегодня особенно актуально навести порядок в ванной комнате и на кухне, именно там, откуда мы черпаем воду для жизни. В древности в этот день было принято очищать источники воды, такие как ключи и родники, от накопившейся зимой грязи и снега. Это было сделано не только для поддержания чистоты воды, но и для благополучия и здоровья. Из такого родника, по преданию, наши предки умывались и пили воду для того, чтобы поддерживать свое здоровье. Поэтому сегодня можно привести в порядок ванную комнату, обеспечив чистоту и уют, а также освежить воду в фильтрах, чтобы она оставалась чистой и свежей. Еще один важный аспект этого дня – это запасы продуктов питания. По древним поверьям, запасы продуктов, сделанные в этот день, обеспечат сытость и достаток на протяжении всего года. Поэтому сегодня стоит обратить внимание на запасы в доме, пополнив их необходимыми продуктами питания и припасами. Наконец, сегодня особенно благоприятно принимать водные процедуры. Баня, сауна или просто теплый душ помогут вам расслабиться, освежиться и ощутить прилив энергии и жизненных сил. Вода имеет целительные свойства и способна очищать как тело, так и душу, поэтому не упустите возможность побаловать себя водными процедурами в этот особенный день. Кроме того, в этот день существовала традиция гадать о судьбе болеющих людей. По дороге к роднику следовало ни с кем не говорить, на месте помолиться на все 4 стороны, а потом подумать о нужном человеке и спросить, на живое или на мертвое. Если ему суждено было выздороветь и прожить долгую жизнь, вода оказывалась спокойная и прозрачная, как стеклышко. Если же больного ожидала кончина, ключ начинал сильно бурлить. 22 апреля считается днем, когда следовало соблюдать определенные запреты и ограничения, чтобы избежать несчастий и негативных последствий. Вот некоторые из них. Во-первых, в этот день долгий сон считался плохой народной приметой.
По народным поверьям, тот, кто проведет утро в постели, рискует проспать удачные возможности и упустить счастье. Поэтому лучше встать пораньше и приступить к делам сразу после пробуждения. Кроме того, 22 апреля не рекомендуется стричь волосы, красить их или посещать парикмахерскую. По народным поверьям это может привести к неприятностям и негативным последствиям для вашего внешнего облика и самочувствия. Лучше отложить визит к парикмахеру на другой день. Также следует воздержаться от того, чтобы стричь ногти. По преданию это может привести к потере силы и энергии, а также привлечь негативные события и проблемы. Поэтому лучше отложить стрижку ногтей на другой день. Кроме того, если у вас есть планы по посадке семян или началу каких-либо садоводческих работ, то лучше отложить их тоже на другой день. По народным поверьям, семена, посаженные в этот день, могут не прорасти или прорастут, но принесут плохой урожай. Поэтому лучше выбрать более благоприятное время для садоводческих трудов. Также не рекомендуется сегодня заниматься почвенными работами или обработкой земли в саду и в огороде. Это может привести к негативным последствиям как для растений, так и для посевов. Лучше отложить такие работы на другой день, когда энергетика будет более благоприятной. Кроме того, нельзя в этот день было проливать воду, иначе это могло привлечь беду и несчастье для ваших близких. Поэтому в этот день будьте осторожными и аккуратными, чтобы избежать случайного разлива жидкости. Кроме того, 22 апреля не рекомендуется лгать, обманывать, предавать или разводить сплетни о других людях. По преданию, тот, кто сегодня совершает подобные поступки, сам становится под угрозу негативных последствий и привлекает к себе несчастье. Поэтому лучше быть честным и справедливым во всех своих поступках и во всех своих словах. Также следует быть осторожным в обращении с информацией о других людях. На этот день лучше воздержаться от распространения сплетен и слухов, чтобы избежать негативного влияния на свою судьбу и отношения с окружающими людьми. Сегодня особенно важно было проявлять заботу и внимание к своим близким. Помните о значимости семейных отношений и поддержки друг друга в трудные моменты. Будьте внимательны к потребностям своих родных и друзей. Стремитесь создать атмосферу гармонии и понимания в вашем доме. Также на сегодняшний день, 22 апреля, важно придерживаться высоких моральных и этических принципов во всех своих поступках и во всех своих решениях. Избегайте сомнительных действий и сделок, которые могут повлечь за собой какие-либо негативные последствия и нарушить вашу карму. А также в этот день важно быть особенно бдительными относительно своих мыслей и действий. Задумывать недоброе, стремиться к мести или совершать злые поступки может принести вам только вред. То, что вы сегодня посылаете, то и возвращается к вам обратно. Поэтому постарайтесь держать свои мысли и поступки положительными и добрыми. Кроме того, в этот день не рекомендуется подметать в доме веником. Это может символизировать выметание здоровья и благополучия из вашего дома. Вместо этого лучше отложите уборку на другой день или воспользуйтесь какими-то другими способами очистки и укрепления энергетики вашего дома. Также в этот день ни в коем случае нельзя было есть с посуды с повреждениями, со сколами, с трещинами, так как это может привести к несчастью. Дело в том, что такие повреждения на посуде могут служить источником негативной энергии и влиять на вашу жизнь самым неблагоприятным образом. Поэтому в этот день стоит обратить внимание на состояние вашей посуды и при необходимости заменить ее на новую. Кроме того, в этот день не стоит использовать чужие полотенца и носовые платки, так как считается, что чужие слезы могут прийти к вам. Это может прийти к плохому настроению, каким-то негативным мыслям и даже болезням. Поэтому важно быть сегодня внимательным к выбору своих личных предметов гигиены и не допускать их обмена с другими людьми. Также в этот день не рекомендуется примерять или носить чужую одежду и аксессуары. Это может изменить вашу судьбу к худшему. Энергия и вибрации другого человека могут перенестись на вас через такие предметы. Поэтому лучше воздержаться от использования чужой одежды и предпочесть свою собственную.
Кроме того, в этот день не стоит давать в долг или брать взаймы после захода солнца. Это таким образом вы привлекаете беды, проблемы и неприятности в свою жизнь. Как вы знаете, после захода солнца энергетические потоки меняются, и любые финансовые обязательства, взятые в этот период, могут привести к долговым проблемам и к финансовым трудностям. Кроме того, не рекомендуется дарить и в этот день бесполезные подарки. Подарки, которые не несут никакой практической пользы, могут привести к ненужным и бесполезным умениям, знаниям и опыту. Вместо этого лучше выбирать подарки с заботой и с вниманием, учитывая интересы и потребности человека, которому они предназначены. Также сегодня не рекомендуется делать крупные приобретения. Считается, что предметы, приобретенные в этот день, могут прийти в негодность, сломаться или испортиться. Вместо этого лучше отложить большие покупки на другое время и уделить внимание более надежным и стабильным решениям. Также в этот день не стоит смотреть в зеркало 2 и более людям, потому что это может привести только к неприятностям и проблемам. Обращайте, пожалуйста, на это особое внимание. Друзья, вот такой у нас с вами день, 22 апреля. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. В комментариях напишите слово «удача», пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.